Привет, дорогие друзья, с вами Лада, и в этом видео я покажу, как плести узором ситец одинарными трубочками на четном количестве стоек с переходом на веревочку в 3 трубочки. Постараюсь очень подробно показать все нюансы плетения этого узора, так что если вам эта тема интересна, то оставайтесь со мной. Также предупреждаю, что показываю я плетение самого узора на тренировочном станке, поэтому не смотрите на качество плетения, здесь это не важно, здесь важен принцип плетения самого узора. Также не обращайте внимания на разные посторонние звуки, стучание, визжание, это развлекается наш сосед, и с ним уже ничего не поделать. Итак, начинаем плести ситцем. Здесь у меня ряд веревочкой в 2 трубочки полностью закрыт, поэтому я добавляю новые рабочие трубочки. Если вы не закрывали ряд, то вы можете рабочие трубочки с предыдущего ряда превратить в трубочки для плетения ситцем. Итак, вставляю одну рабочую трубочку рядом со стойкой. Конечно, одной трубочкой на четном количестве стоек ситец плести невозможно, он просто не получится, не будет смещения. Поэтому я добавляю вторую рабочую трубочку у соседней стойки, вот таким вот образом. И начинаю плетение с первой трубочки. Итак, у нас получается перед стойкой за стойку. Классический ситец перед стойкой за стойку и так далее по кругу. Ситец вообще лучше плести по форме, так стойки будут ровнее, но если вы уверены в своих силах, вы можете форму не использовать. Главное следить за стойками. Здесь наращиваем рабочую трубочку. Нарастили, плетем дальше за стойкой. Перед стойкой. Так, подходим к началу. Здесь у нас вставлена вторая рабочая трубочка. Она идет вдогонку к первой, чтобы получилось смещение. Потому как если мы будем плести дальше вот этой рабочей трубочкой, у нас не получится смещение. У нас будет такой порядок, то есть перед стойкой, за стойкой, перед стойкой, за стойкой. А нам нужно вот здесь, чтобы трубочка шла за стойкой. Поэтому мы добавляем вот эту вторую трубочку, чтобы она шла вдогонку к первой. И у нас таким образом произойдет смещение. Вот она у нас легла перед стойкой, за стойкой, перед стойкой, за стойкой. Вот у нас произошло это смещение. Трубочка плетет вдогонку к первой. Таким образом мы можем ситец плести на четном количестве стоек. Все прекрасно получается. Нарастили рабочую трубочку, плетем дальше. Вы можете плести порционно, то есть сначала одной трубочкой проплели, например, полкруга или целый круг до следующей рабочей трубочки, затем второй рабочей трубочкой плетете, а можно вот сразу же вдогонку. Вот они у меня догнали друг дружку, и сейчас я покажу, как вдогонку ими плести. То есть первая наша рабочая делает оборотик, вторая за ней сразу же. Но здесь вам нужно решить просто, как вам удобно. Мне, например, не очень удобно вот по такой схеме. Я привыкла сначала первой рабочей трубочкой проплести какое-то расстояние, которое мне необходимо, например, полкруга, а потом уже догонять ее второй рабочей трубочкой. Вот так получается. Возвращаемся к этому месту, берем эту рабочую трубочку и догоняем. Не нужно прижимать ряды слишком близко друг к другу, тогда вся прелесть ситца потеряется. Прелесть ситца в том, что помимо вот этих приплетенных рядов у нас еще видны стойки. Очень хорошо, если, например, стойки какого-нибудь контрастного цвета будут, тогда плетение будет смотреться очень интересно. Она у нас догоняет. Когда я плету небольшими порциями, небольшими расстояниями, то мне очень легко удержать стойки в прямом положении,
в равном положении друг от друга. Когда я плету вдогонку одна к одной, то очень сложно мне со стойками совладать. Тут тоже об этом нюансе нужно помнить. Вот у нас получается чередование именно двумя трубочками вдогонку. Так вы проплетаете по высоте столько, сколько вам нужно рядов. Итак, я проплела столько рядов, сколько мне нужно. Вот что у меня получилось. Очень красивый ситец, на мой взгляд. Я дошла до начала ряда, там, где мы с вами вставляли новые рабочие трубочки. Вот здесь. И у нас получилось, что выходят 2 рабочих трубочки. Из них можно начать плести веревочку в 2 трубочки. Можно начать плести веревочку в 3 трубочки, если добавить еще одну дополнительную. То есть это все на ваш вкус и цвет. Можно поменять у этих трубочек цвет, и тогда у вас следующий ряд получится другим цветом. Покажу, например, как плетем веревочку в 3 трубочки. Я подставляю вот с этой стороны еще одну трубочку. Там я ее внутри обрежу потом и подклею. А сейчас я начну плести веревочку в 3 трубочки. Как мы плетем? То есть, начиная с левой трубочки крайней, через 2 за одну. Здесь нарастим и продолжим. И вот так у нас спокойно произошел переход от ситца к веревочке в 3 трубочки. Вот так спокойненько продолжаем плести. Аккуратно стойки. Если плетете без формы, будьте очень-очень внимательны и бдительны. Заканчиваем ряд, подходим к началу. Здесь как раз таки у нас начало, то есть вот рабочая трубочка, новая, которую мы подставляли. Закрываем ряд. Как закрывать ряд и выводить на новый, я показывала вот в этом видео в подсказках. Сейчас выпрыгнет ссылочка, и в описании обязательно тоже ссылку оставлю. У нас с вами переход случился на новый ряд, и веревочка в 3 трубочки закрылась. Легко и просто, и даже не видно перехода от ситца к веревочке в 3 трубочки. Друзья, ну вот такой ситец у нас с вами получился вместе с переходом на веревочку в 3 трубочки. Здесь у нас место перехода, оно практически незаметно и не видно, что, конечно же, радует. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось, было полезным и было понятным. Обязательно пишите в комментариях ваши отзывы, ваши вопросы, если они есть. Обязательно ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Так вы помогаете каналу развиваться и распространять этот вид рукоделия и дальше. Желаю вам легкого плетения, вдохновения и увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях.
Пока-пока!